Hello, beautiful, вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить игру Urban Myth Disillusion Center. Я только что вышла с кринжовой игры, которая вышла, скорее всего, позавчера, я так думаю. И у меня до сих пор настроение типа ахуй. Я просто так давно не играла в игры, где есть объективация, особенно такая сильная. Так давно я максимальный, редко захожу в какие-то подобные игры, и, у меня сейчас прозрение какое-то. Ну ладно, anyway. Козерог, рожденный в год овцы. Я не знаю, как это комментировать. Я пересматривала вчерашний стрим Кинока, на записи, правда, что-то появилось. Троеточие. Чего замолка? Че это там, настоящий? Правда там был? Призрак все-таки был. Ну, мы прям знаем, что это точно призрак, а не какой-то человек. Что? Скажите, что это неправда, у меня такого мороз по коже. Может, это ложь, или они обознались? Ее трясет. Да, во-первых, ее трясет. Во-вторых, мне в комментариях сказали, что игра все-таки коридорная, и, в принципе, тут не будет каких-то у меня возможностей сделать что-то неправильно. Это очень печально на самом деле. Таким образом, игра становится менее интересной, но для меня. Как бы интересно, но и... я надеюсь, она не слишком затянута, по крайней мере. В этот раз это все постанова. В реальной жизни такого не бывает. Постанова? С чьей стороны? Призрака? По-любому, это все изначально подстроено. Что за мутатень? На меня не провести. Но Танихару Кинока регулярно обвиняют в фабрикации. Многие пользователи сомневаются в подлинности расследований Кинока. Подобные темы всегда на хайпе. Надо эти ветки обсуждений тоже глянуть. Символы посвятились подозрению в фабрикации. Что имеется в виду? Надо прогнать в поиске. А значит, это не просто подозрение. Даже если это и фейк, то очень хорошо сделано и очень жутко выглядит. Да и сам Кинока ничего не заметил. Сам Кинока не заметил, да он просто актер. Какая изощренная шутка. Ходили ведь безумные слухи, что ритуал и правда прошел успешно. Звучит ужасно. Директор будет не себя от радости. Ну я хз. Сколько комментариев, довольно популярная тема. Удачи с поиском годной инфы. Это тень умершей в квартире женщины, что-то привязывает ее к этому месту. Я обсуждала это с Кинока-саном вчера. Он сказал, что призраки выбирают место своего появления. Типа призрак взбесился, что мы вторглись в свою квартиру? Так она же ведь появилась до того, как мы вторглись. Кто-нибудь в курсе подробностей происшествия в Умакитё? Надеюсь, что есть какая-то информация об убийстве. Что-то, что поможет расследованию, желательно посвежее. Вы имеете в виду ЖК? Кажется, он так и называется, ЖК Умэки. Там кто-то зарезал сперва мужика, потом себя. Этот пост, его кто-то из местных написал? Он упомянул название ЖК, трудно не обратить на это внимание. Если это действительно кто-то местный, этому, по идее, верить чуть больше. Окей. Очки реагируют на сочетание ЖК Умэки. Вероятно, мы сможем узнать о происшествии больше. Вбей в поиск, добудь нам подробностей. Нет, я реально надеюсь, что она не затянута, потому что из раза в раз делать это, просто с разными, людьми, при том, что я не могу ошибиться, это... так. Странные вы, конечно. Не на то смотрите. На вчерашнем стриме Кинока произошло нечто невероятное. Нечто невероятное на вчерашнем стриме? О чем он? Неужели камера правда поймала то, чего мы не заметили? Да он рофлит, просто что за бред. Согласен, вы совсем не туда смотрите. Как Кинока мог нанять таких милашек-ассистенток и нас не предупредить? Да. Милашек? Ассистентки? Ага, конечно. Девочки с рюшками так перепугалась. Девочка. Кто она? Это про них? О боже. Девочка с рюшками так перепугалась. Кто она? Там чуть не обделалась. Какая девочка с рюшками? Кто из нас рюшки носит? Ты прекрасно знаешь, о ком речь. Написано даже, что она трусишка. Ясно же, что речь о тебе займе. То есть они пишут про нас? Кошмар. Она вроде связана с каналом Центра развенчания, и на енотика похожа. Мое сердечко. Чего жалуешься? Пишешь же, что ты миленькая. И похожа на енотика. Это комплимент? Я должна этому радоваться?
А почему она вообще должна радоваться каждому комплименту, который пишет не ноунеймы в интернете? Ну, типа... Я хз? Чего? Погодь, я думала, что в центре работает только директор, там еще девушки есть. Жасмин, ты появлялась на канале центра? Не, ни разу. Да и как директор выкладывает видосы, как только монтаж закончит. Интересно, станет ли она постоянной гостьей стримов? Очень уж хочется поглядеть, как она одна среди развалин бродит. Ни за что на свете. А ты популярная. Ну такое. Найдено под... Да? Разговоры о подозрениях киноков в аппликациях призрачных стримов. Видели руку на видео? Это капец подозрительно. О каком видео идет речь? У меня нет ни малейшего желания прикрывать кинока. Но если людям нравится заниматься поиском фейков, то им не стоит тратить время на видео с привидениями. Хоть я и фанат кинока, вынужден признать, что та рука, ну, вряд ли она принадлежит призраку лол. Видео кинока Сана смотрят те, кто ему верит. Кто в здравом уме станет одним из них? Ну, прелесть видосов кинока Танихары заключается в том, что он бродит по местам обитания призраков и устраивает тусы в заброшенных храмах. Интересно, когда его за это посадят? Кинока-сан правда из таких? Ну, после вчерашнего это очевидно. Но тот выпуск из заброшенной больницы был очень жутким. Еще и какой-то треск верхних этажей доносился. Заброшенная больница? Зачем туда вообще идти? Там же врачей давным-давно нет. Адзами, ты... Как... Ладно. Очень мега наивная. Ее сделали какой-то супер... Вот, ну, будто она реально ребенок. Я говорю об этом который раз, но просто это так в моих глазах. Так туда они не за лечением идут. Но и это не доказывает, что это не постанова, ведь так? Но многим комментариям трудно понять, кто их оставил, фанат или нет. По многим. Хоть открытых хейтеров не видно, эти тоже та еще заноза. Кинока, в отличие от других стримеров, работает один. Ему было бы трудновато самому все сфабриковать. Вокруг него такая война в комментах идет, но Кинока-сан правда не заметил призрака. Если Кинока действительно это все подстроил, то он не мог не заметить. Конечно, не мог, потому что он знал, что сзади кто-то будет, и такой, что там, о боже, что там, я делаю вид, что я не знаю. Ну, типа, окей. Безумные слухи, ЖК умейте, давай так. Не найдено, просто безумные слухи. Это не безумный слух, чистая правда, лишь немногие смогут распознать ее. Правда? Понятия не имею о чем-то, но это читать просто невозможно. Нельзя над ним смеяться, потому что он действительно узнал правду. Святая простота. Можно позднильную бригаду к этому посту? Позднильную бригаду? Да ты что, гонишь? По-любому он весь на нервах, он-то не в курсе, нашел правду или нет. Подожди, кто это? Судзуки в солнцезащитных очках? Ну ок. Поясняю, в видео Кинока появился не просто призрак женщины, сам Кинока ничего не заметил, но ритуал прошел успешно, и он призвал кровавую Мэри. Значит, это был не простой призрак. Во время ритуала мы призвали Мэри. Завязывай уже. Бро, капец, страшно. Это сарказм? Что есть, то есть. Ну что ты несешь, хватит. В Японии есть похожий ритуал призыва призрак туалетной Ханака. Такое кринжовое имя, лол. Реально кринжовое. Че за туалетная Ханака? Значит, Мэри не одна такая. Можно и других людей во время ритуала призвать. А, да, можно, таких полно. О, новая запись, я хочу посмотреть. Где это у нас? Вот она. У нас есть кровавая Мэри, давайте... красиво. Фоточку мне. Фоточку я фоткаю, хорошо. Я нажала принтскрин. Блин, не то. Тебе когда-нибудь доводилось вызывать кого-нибудь, стоя перед зеркалом? Я тебе по-тихому расскажу, как вызывать популярную за рубежом городскую легенду Кровавую Мэри. Однако, говорю сразу, я не даю никаких гарантий, что она появится в ответ на твой ритуал. Но она может и появиться просто так, назло. Как бы то ни было, ритуал ты проводишь на свой страх и риск, понятно? Первое. Ты в одиночку остаешься в полной темноте. Полной, понятно? Даже света луны быть не должно. Второе. Встань перед зеркалом. Ты должен полностью видеть себя. Заглядывать в зеркало сбоку не получится. Третье. Громко и отчетливо произнеси имя призрака 3 раза. Не знаю, что может случиться, если здесь ошибиться.
4. Смотри, не отрываясь прямо в зеркало. Не двигайся, не снимай куртку, не меняй позу, иначе все напрасно. Если Мари почувствует твой страх, она использует его против тебя. Ни в коем случае его не показывай. Это общее правило при общении с призраками. Имей в виду, что Мэри может поцарапать тебе лицо или серьезно тебя покалечить. Она точно не станет исполнять никаких желаний, и поэтому этот ритуал я бы порекомендовал исключительно тем, кто хочет встречи со сверхъестественным. Хотя я вообще никому его не рекомендую, ведь это все крайне опасно. Я сбегаю в больницу, ладно? Ай, как-то больно. Так, тут у нас туалетная Ханака. Это стрёмно. В плане не страшно, а просто стрёмно звучит. Трудно сказать, нужно ли считать туалетную Ханако городской легендой или же обычной страшилкой, потому что ее призывают, а значит она попадает в обе категории. Ознакомимся с ритуалом призыва, но если она действительно к тебе после этого придет, я ни при чем, понятно? 1. Иди в школьный туалет. 2. Стань перед дверью 3 кабинки. 3. 3 раза покрутись перед дверью. 4. 3 раза постучи в дверь. 5. Произнеси Ханако-сан, вы здесь. Если ритуал прошел успешно, ты услышишь ответ «да». Но помни, что Ханако-сан умерла очень печальной смертью, поэтому не звай ее шутки ради. А? Ты уже призвал? На каком этаже? Забыл упомянуть, что нужен туалет на 3-м этаже. Неловко получилось. Окей. Ладно. Так, что у нас тут? Это могут понять лишь те, кто испытал подобное на личном опыте. Попробуйте сами, это реально жутко. Что, на личном опыте он правда призвал Ханако? Возможно. Лол, в моем возрасте меня скрутят раньше, чем я успею дойти до туалета начальной школы. То они не правы. Но Ханако появляется исключительно в туалетах начальной школы. Что насчет Сатору? Его вообще можно с помощью смартфона призвать? Сатору? Кто Сатору? Впервые слышу. О, новая запись. Что за Сатору? Мальчик какой-то. Сатору. Ты знаешь о Сатору? Если ты столкнешься с вопросом, на который затрудняешься или вообще не можешь ответить, он поможет, но будь начеку. Расскажу, как его призвать. Тебе понадобится телефон. Сатору общается именно через него. Не используй личный телефон, найди лучше телефон-автомат. 1. Набери свой номер телефона. 2. Когда связь установится, произнеси Сатору-кун. Сатору-кун, приди. Если ты здесь, ответь. Так, Сатору скажет, где он сейчас находится, и начнет приближаться к тебе. 4. В конечном итоге Сатору окажется прямо за тобой. Как только он окажется за твоей спиной, сразу же задавай ему интересующий вопрос, когда Сатору ответит на него. Если не задать никакого вопроса, Сатору тебя убьет, поэтому лучше не вызывать его без всякой причины. С леской. Хотя, нет, возможно, я все-таки слышала что-то про Сатору, но не очень хорошо это помню. Так, ЖК Умики. ЖК Умыки. Это вам не шутки. В прошлом году какая-то женщина реально сперва зарезала там своего мужчину, а потом себе горло перерезала. Предположим, что женщина действительно убила мужчину. Что стало поводом для такого поступка? Никогда нельзя точно сказать, с чего вдруг человек сотворил что-то такое. Оба умерли? Что ж, вынужденное двойное самоубийство. Вынужденное двойное самоубийство? Я думала, что такое только добровольно осуществляют. Может... Что-то в духе, если мы не можем быть вместе в этой жизни, то сможем в следующей. Тогда это просто самоубийство, если кто-то из партнеров не хочет этого, но умирает, то это уже вынужденное. Это просто убийство. Если бы это действительно произошло, были бы какие-то статьи, а раз их до сих пор нет, есть вероятность, что эта история выдумка. Судя по рассказам соседки, это не похоже на выдумку. Еще странно, что в квартире Кинака пол такой... Ты это еще и в очках видела, Зами. А, это ты говоришь, господи. Выходит, это все правда? Ну, что за... Как ни посмотри, виноват тот, кто нанес удар. Но зачем скрывать информацию? Тем более смысл скрывать, когда все знают, что это произошло в ЖК Умики. Но ведь никто не обязан тебе ничего объяснять. Я нашла фотки и статьи, на них изображена женщина. Вам не кажется, что она похожа на призрака, появившегося на стриме? Страшно как-то? Об этом писали в газетах. Тогда вопрос закрыт. Дело настоящее. Женщина на фотографии похожа на то, что стояла за твоей спиной, Жасмин. Гонишь, не верю. Тебе просто показалось. В наше время в газетах все чаще скрывают имена, но в итоге имя Мивака широко распространилось. Как-то жутко от мысли, что кто угодно в мире может прочесть то, что ты когда-то написал. Никогда не знаешь, кто и откуда наблюдает. Ее зовут Мивака Яцуя. Мне казалось, все местные в курсе, что... Но похоже, что нет. Имя нашего призрака? Как оно неожиданно... Почему? Я не совсем понимаю, типа, имя призрака одно, вызывает он вообще кровавую Мэри, ну, типа,
Вас там что, можно вызывать как угодно? Кого угодно? Неважно как? Ок. Так вот, какой женщиной оказалась Яцуэ-сан. Смотри-ка, очередной неудачник вылез. Женщина заколола мужчину наверняка на почве ревности. Чё? Почему? На почве самозащиты еще может быть, конечно, но хз. Вот это да, как категорично. Великий следователь подъехал. Разве она не прикончила его, так как убедила себя, что они вместе, хотя это не так? Бедный мужчина, его зарезала баба с бедами с башкой. Иу. Это как будто уже перебор, нет? Да всегда найдется, кто что-то такое ляпнет. В статье пишут про гражданский брак, так что они встречались. Это и есть гражданский брак, когда они регистрируются, но живут вместе как семья. Угу. Я жила рядом с тем ЖК, мотивом была измена. Все знали, что мужик тот еще отброс. Для нее его убийство навсегда привязало его к ней. Вам так не кажется? Правда? Да без понятия. Какая-то мелодрама, не из серии «Я убью тебя, а потом покончу с собой». Ну да, есть такое. Это все как-то не тянет на фейк. Вынужденное двойное самоубийство в 104-й квартире. Да, есть даже статьи в газетах. И имя призрака есть, Мивака Яцуя. Да, если мы узнаем, кто эта женщина, сможем что-нибудь понять. Призрак по имени Мивака Яцуя. Не стоит смеяться даже над слухами. Вчерашний стрим мы, правда, засняли призрака. Многие здесь пишут про постановы Кинека. После вчерашнего стрима я в этом сомневаюсь. Он даже в конце так и не заметил призрака. Хз, я хз. И все-таки мне не дает покоя то происшествие в квартире. Вынужденное двойное из-за любви, да? Если это правда, то Кинека, походу, вызвал ужасно мстительного духа. Женщины-призраки очень жуткие. А из всех соседей с нами согласились разговаривать только одна женщина. Женщины-призраки очень жуткие, говорит так, будто если ты увидишь мужчину-призрака, то это, не будет жутко. Вообще ни разу. А из всех соседей с нами согласилась разговаривать только одна женщина. Было бы здорово пообщаться с другими соседями. А их нет, да, других? А, кстати, там есть парк. И прям перед домом Кинека, может. Там кто в курсе? А, и правда. Столько всего упускаешь, когда постоянно смотришь в экран смартфона. Что ж, расширим зону расследования и осмотрим парк. Да? Ну давай. А что мы там хотим найти? Ну, может, кто-то что-то и видел или делал. Еще один день поиска призраков. Хотя Кинека мог это все подстроить. Но судя по тому, что мы видели вчера, вряд ли. Я тут подумала, если мы докажем, что это не постанова, люди начнут верить в существование призрака. А если это все же подстава, решат, что призраков не существует? Верно. Я поищу сведения о Мивака Яцуи, которая умерла в 104-й. Заодно я там сфабриковал ли Кинека эту историю. Мы разве не в парк собирались? Или чё? Ладно. Так, камера, свет, оборудование для стрима. Никогда не думала, что стримить так сложно. Сколько же это все стоит? Если бы это была постанова, то нужно проверить оборудование. Если это было. Или, может, видео было отредактировано? Да не, это же была прямая трансляция, ее запись сразу отправилась в архив. Ой, дорогая моя, прямую трансляцию тоже можно провести на самом деле с записью. Ну, помимо того, что там на комментарии приходится отвечать, если вот отвечать на комментарии, то да, тут уже не подстроишь. Но вероятность, что Кинека-сан как-то поработал над видео, все же остается. А если проверить с помощью очков? Давай проверим. Так, вот стоит этот чувак. Эта тень что-то делает перед зеркалом. А, это Кинека-сан из вчерашнего дня. Он как будто в панике. Так отчаянно молится. Глядя на эту тень, трудно поверить, что это может быть подстроено. Может, тогда тень выхода не настоящая? А что сразу молится? Мне очень показалось, что он в смартфоне сидит. А, это вот эта длинная штука у них, которая... Я не знаю, как она называется, но да, я видела такие штуки длинные, на которых они что-то пишут и молятся. Давай посмотрим, что тут. О, это. Это Жасмин из вчерашнего дня. А за ее спиной... Это действительно призрак женщины. Эта тень похожа на ту, что стояла перед входом. Длинные волосы, платье.
Это действительно призрак женщины. Да что с вами такое? Просто стоит. Если это действительно постанова, то это тень никакой не призрак. Может, это эта женщина вообще? Хотя... Типа переоделась там. А зачем это ей тогда? Привлечь внимание к дому, а зачем? Можешь пройти дальше? Не можешь. И... Отсюда виден парк напротив. В нем кое-где есть люди. Странно, это парк, а детей нет. Когда закончим здесь, осмотрим его. Вы снова хотите поговорить о той квартире? Да. Не могли бы вы подробнее рассказать о происшествии? Происшествие? Вам тоже интересен тот случай? Что ж расскажу. Не могли бы вы рассказать о предыдущих жильцах? В 104-й жила женщина лет 40, к ней постоянно шастал какой-то мужчина. Я часто видела его в обед, поэтому он вряд ли работал. С виду был похож на любителя ставок и выпивки, очень неприятный тип. Почему она хихикает? Вы что-нибудь знаете о Мивака Яце-сан, что жил в 104-й квартире? Мивака Яце? Женщина из 104-й? Так вот, как ее звали, но мне всегда было плевать на ее имя. У нее длинные волосы, она вечно ходила в платьях. Но она постоянно заботилась о своем хахале, а потом вдруг сорвалась. Вынужденное двойное. Оно самое. Слухи подтвердились. Сперва убила своего мужика кухонным ножом, а потом перерезала себе горло. Все платье было в крови. Ужасная история. Почему она хихикает? Может, у нее защитный механизм, я хз? Так. Почему-то мне здесь очень не по себе. Появившийся на стриме призрак все же был здесь. Я все осмотрела, но не обнаружила следов фабрикации. Ну, типа, вот это ж лестница или нет? Это лестница, да, на второй этаж. Ну, так со второго этажа могла спокойно спуститься, напугать в какой-то одежде и все. Или ну, да. Все. Хотите тоже заглядывать мне за спину? Призрака нет, пока. Ты вчера тоже перепугалась, Жасмин? Да, не перепугалась, просто стала не по себе. Зоми, ты говоришь, что призрак стоял за мной, но ты точно уверена, что видела его? Если бы мне это только почудилось. Это обязательно нужно прояснить. Понятно. Не могу выбросить из головы вчерашнего призрака. Опять ты об этом. Я просто подумала, что если его целью был не Кинока, а ты? Завязывай. С таким же успехом он мог нацелиться и на тебя. Это ведь ты видишь призрака в заме? Что? Нет. В смысле нет, да. Жасмин, я насчет призрака, что стоял за тобой вчера. Опять? Похоже, что он действительно там был. Да ладно, гонишь. С чего это он за мной стоял? Этого я не знаю. И как это понимать? Даже призраки не появляются с ничего. Цель. Я даже не знаю, какая у него может быть цель. Эй, вы в сеть заходили? Я думал, что вчерашний стрим был пустышкой, но нам все же удалось ее заснять. Жестокая судьба, как я мог ее не заметить? Похоже на то. Я бы хотела задать еще пару вопросов о прошлом инциденте. Валяй, главное, чтобы это помогло доказать существование призрака, как я и заказывал. После вчерашнего стрима вы не заметили ничего странного? Взгляни на это. Это царапина. Я заметила ее сегодня утром. Наверняка кровавая Мэри постаралась. О нет, тогда Жасмин тоже в опасности. Почему? Мы видели ее, когда уезжали. Что? Вы ее видели? Вот это у него морда. Почему вы несправедливо? Какие у вас планы на следующий стрим? Не думаю, что аудитория хорошо примет повторение ритуала. Ей наверняка захочется чего-нибудь новенького. Если вы решите привлечь нас, сперва спросите, пожалуйста. Некоторые зрители обвиняют вас в том, что это все постанова. Постанова? Не в этот раз. Я заснял призрака и сам этого не заметил. Как такое можно сфабриковать? В смысле как? Спокойно? Ну, я не знаю, у них какой-то такой... для них является убедительным аргументом, что чел не заметил призрака, значит, он не мог это сфабриковать. Ну, типа, камон, ты просишь кого-нибудь стать сзади тебя, зная об этом заранее, да, но делаешь вид, что ты ничего не увидел, и все, буквально все. Верно. Верно, да, верно, конечно, абсолютно точно.
Как это мог быть он, естественно. Нужно подумать. Во время съемки никто не заметил призрака, но я видела его за спиной Жасмин. Зрители видели призрака во время стрима. Никак не могу разобраться. Да боже. Я снова услышал ваш крик о помощи, вот я здесь. Адзами, с помощью мыслевидения вы убедились, что господин Кинека не делал ничего подозрительного. Вы также убедились, что и на месте возникновения призрака не было ничего странного. Верно. Нет никаких доказательств, что Кинека-сан все это построил. Да, господин Кинека не мог все сам спланировать и провернуть. Тогда, если предположить, что вероятность публикации все же сохраняется, она все еще сохраняется? Так, если призрак не настоящий, то каковы возможные варианты? Так. Вот. Помощник Кинека стоял перед входом в квартиру. А где во время стрима? Блин, подожди. Отразился в зеркале. Давай при монтаже. Помощник Кинека стоял перед входом в квартиру при монтаже? Не уверен. Но при монтаже это же не стрим, это другое. Давай еще раз. И, типа, имеется в виду... Что бы он сделал, если бы захотел вести стрим призрака? Нужно еще подумать. Ну смотри, помощник Кинека стоял перед входом в квартиру в костюме призрака, так только. Тут больше ничего не подходит. Я подумала, что отразился в зеркале, стоя перед входом в квартиру, но не подходит, потому что... Короче, не подходит. Да. Помощник Кинека стоял перед входом в квартиру в костюме призрака? Да, эту возможность пока исключать нельзя. Возможно, у Кинека-сана был помощник, переодевшийся в призрака. А почему вы только сейчас об этом думаете, алло? Ну как это проверить? Может, попросить его показать телефон? Чуешь, да, телефон? У тебя ко мне вопрос? Кинека-сан, покажи свой... позвольте, пожалуйста, воспользоваться вашим телефоном. Просто я сегодня забыла свой, а мне нужно звонить в центр. Ладно, вот. Но это первый и последний раз. Конечно, спасибо. Спасибо за телефон. Угу. Если честно, мы сейчас проверяем, не сфабриковали ли вы происшествие. Что? Поэтому я без разрешения посмотрела вашу почту и историю звонков. Ты уверена, что это нужно было сейчас ему выкладывать? Раз уж ты решила взять его телефон и проверить так. О таком вообще-то предупреждают. Если бы я вас предупредила, вы могли бы попытаться скрыть что-то. И что, нашла что-нибудь? Я нашла вашу переписку с сотрудниками. Но также я узнала, что вы поругались больше полугода назад. Не похоже, что вы вообще с кем-либо общались в последнее время. У меня есть друзья, просто давно не общались. Как бы то ни было, не похоже, что у вас был помощник. Я не пойму, еще один вопрос. Почему она думает, что именно телефон и именно этот телефон может как-то помочь обнаружить фабрикацию? И почему она думает, что... Ну, типа, он же мог просто удалить, если даже что-то там и было в этом телефоне. Думаю, что это снимает ряд подозрений в вашу сторону. Да какое подозрение? У него может быть 2 телефона, они могли общаться вживую, он мог удалить переписку, да боже мой, вы серьезно? Нет сообщников, ну ладно, нет так нет, игра говорит, что нету. Значит, нет. Жасмин, думаю, что мы взяли от квартиры все возможное. Так что давай сходим в парк. Жасмин, куда подевалась? Что, господин директор звонит? Это звонок... Нет, от Жасмин. Ты сейчас где? Сейчас в машине. Помнишь парк перед домом? Так вот, охранник отчитал меня за парковку на дороге. Здесь где-то платная парковка есть, хотя она и далековато, оставлю машину там. Как же лень. Понятно. Я уже иду туда, так что встретимся позже. Отлично. Операция «Исследовать парк» начинается. Ну давай, исследуй парк, удачи. Хорошего исследования тогда получается. Что у нас по времени? Нормально. В парке почти ничего нет, кроме пары гуляющих. И дом отсюда как на ладони. Кто-то должен знать о деле Мивака Яцуя. Надо поспрашивать. Давай. Извините, вы охранник этого парка? Верно, можно и так сказать. Мы припарковались перед жилым комплексом. Мы переставили машину на стоянку, о которой вы рассказали. Ты подруга девочки с пучками? Дорога узкая, так что фургон может закрывать детям обзор. Понимаю, что это лишняя работа, так что спасибо за понимание.
Я собираю информацию о доме через дорогу. Зачем? Решили переехать? Нет, переезжать я не планирую. Это довольно странный дом, да? Вы про ЖК Умыки или он просто Умыки, не ЖК? Ему уже лет 50, а то и 60, самый старый дом в этом районе. Но стены в нем вроде перекрашивали. В районе Хантё есть похожий дом, но этот старше. А, действительно старый. А это правда, что в доме напротив недавно произошел несчастный случай? Да, он произошел прошлой весной или летом, помню. Это было что-то с чем-то, ужас такой. Говорят, в квартире было целое море крови. Кто бы мог подумать, что его ждет такая участь. Вы знали убитого мужчину? Слышал только, что он бездельничал целыми днями. И в самый разгар дня развлекался в этом парке с блондинкой, похожей на хостес. Только и слышно было, что Мари то, Мари сё. Их было трудно не заметить. Мари. А, ее зовут... Да, точно, ее зовут Мари. Так, стоп, подожди секунду. Мне сказали, что женщина... Я в интернете нашла инфу, что имя женщины, которая там жила, было точно не Мари вроде бы, да? Я же не ошибаюсь. Я что-то, может, не понимаю? Кто такая Мари? Я уже запуталась. Ходили разговоры, что он изменяет. А, что? От кого вы такое слышишь? А, Мари... Подожди. Госпожа Унай из дома напротив знает довольно много. Может, вы ее знаете, разговорчивая такая. Госпожа Унай, это соседка, да, знаю. Так, сложно. Сложно, потому что я чуть-чуть запуталась. Не сочтите за грубость, но что вам рассказывала соседка? Она очень разговорчивая, чего только не рассказывала. Если не ошибаюсь, за день до убийства она слышала о Руконе 104-й. Что-то в духе, кто такая Мари? Мари, его любовницу. Разве не Мэри звали? Нет, у нее были яркие волосы, но она не была иностранкой. И убийство произошло на следующий день, поэтому соседка была вся взбудоражена. Все-таки изменил женщиной по имени Мари, поэтому его и зарезали. Значит, все-таки Мари. Я думала, что Мэри. Как-то так. Помню, что в тот день она вообще без остановки говорила. Могу представить. Большое спасибо. Его любовницу звали Мари. Может, кто-то еще не знает? Окей. Здравствуйте, у вас есть минутка? Конечно. Хината. Похода такая чудесная. Похода. Почему я сказала похода? Неважно. Ты думаешь, все люди в парке живут тут? Здравствуйте, меня зовут Адзами Фукура и провожу опрос всех властителей парка. Здравствуйте, меня зовут Хината. Не уверена, что смогу помочь, я очень редко выбираюсь из дома. Вот как. Тогда вы не очень знакомы со слухами об этом районе. Слухи об этом районе? Какого рода? Вы знаете жилой дом через дорогу от этого парка? Вы про слухи о призраке женщины. Вам что-то известно? Это, пожалуй, лучше не обсуждать. Я бы вам порекомендовала держаться от этого дома подальше. Я сейчас как раз исследую дело этого призрака. Расскажите все, что знаете. Правда? Что ж, расскажу. Несколько дней назад, когда я возвращалась поздно ночью домой, полил дождь. Я увидела ее как раз, когда проходила мимо жилого комплекса. Неужели? Она была в платье с длинными волосами? Вы о ней уже знаете, именно. Это была женщина в платье с длинными волосами. Она покосилась на меня, ее взгляд будто говорил мне «не подходи». Она вам так сказала? Она не услышала? Она плохо... Что именно она не поняла во фразе «ее взгляд будто говорил «не подходи»? Может, это перевели неправильно? Когда вы видели эту женщину, вы не слышали громких голосов или звуков? Никто рядом никакое видео не снимал? Видео? Мне кажется, что я не слышала в тот день никаких громких голосов. Я все больше сомневаюсь, что Кинокасан это все подстроил. Точно, я еще фотографию сделала, вам показать? Вы сделали фотографию? Ух ты. А призраки я знаю только по слухам, так что может это и не она. Но говорят же, что призрак Мивака Яцуя, если на фотографии она... Так, призрак должен быть женщиной, которая умерла в этом доме или нет? Потому что если да, то ее зовут не Мари. А вызвал он Мэри. Вызывал. Внешность совпадает с описанием призрака из слухов. Это призрак Мивака Яцуи. Вы помните мужчину в компании броско одетой девушки? Они вроде бы часто ходили в этот парк. Мужчина в компании броско одетой девушки? Именно. Если я не ошибаюсь, девушку звали Мари. Перед
перед зеркалом по имени... Что-то не так? Простите, мне кажется, что я уже где-то слышала рассказы о призраках. Правда? Говорят, что в том доме перед вынужденным двойным самоубийством мужчина выкрикивал лишь одно имя. Он все кричал «Мари, Мари». Это правда? Нет, блин, она тебе врет. Не знаю, в некоторых моментах эта игра кажется мне очень странной, в некоторых моментах прям, максимально я не... Либо переводы, ошибки какие-то, либо я хз. Лавочка старая, с нее краска слезает. Такие часто можно увидеть в парках. Че, больше ничего? Дальше. Как же называется этот куст? Азалия? Как приятно, когда вокруг столько цветов. Окей. Так. Мне почему-то кажется, что с этим человеком что-то не так. Извините. Цель приближается. Реально, Извините, можно задать вам пару вопросов? Это у меня к вам вопросы. Чего вы добиваетесь? Что? Я спрашиваю, зачем вы неожиданно возникли передо мной? Зачем? Я опрашиваю людей в рамках расследования. Я подумал, что вы могли что-то увидеть. Я провожу опрос. Вы что-нибудь знаете о призраке из дома Со мной это дело никак не связано. Меня интересует другой вопрос. Не могли бы вы сделать мне одолжение? Я сейчас немного занята. К тому же сомневаюсь, что смогу вам помочь. Но вы можете помочь не только мне. Кое-кто другой тоже очень заинтересован в этом. Кое-кто другой? Мне нужно, чтобы вы кое-что для меня нашли. Я ищу книгу, написанную одним человеком. Он был всеми любим, но загнан в угол. Не могли бы вы найти эту книгу? Он слушает меня еще меньше, чем та соседка. Послушайте, мне жаль, но, как я упоминал раньше, я сейчас работаю. У вас тоже она есть? Очень необычная сила. Не надо так удивляться, бояться тоже не следует. Кто он? Знает о моем мыслевидении? Я всего лишь прошу вас найти книгу. Я не хочу причинить вам вреда. Сделайте мне одолжение. Так страшно, нужно сменить рядом нет. Одна мне не убежать. Я поищу вашу книгу. Спасибо. Она точно находится в этом парке. Мне пока так и не удалось найти ее. Однако вы наверняка справитесь. Покажите, на что вы способны. Ясненько. Тень похожа на высокого мужчину. Что он делает? Смотрит на кусты. И все? И похоже, что он чем-то занят. Значит, в кустах что-то. Тень мужчины, однако меня почему-то охватывает беспокойство, когда я на него смотрю. Тень похожа на того жуткого человека. Смотрит на лавочку. Тень что-то держит в руке. Он попросил меня найти книгу, значит, это, скорее всего, как раз она. Если он смотрит на лавочку, держа в руках книгу, значит, у лавочки что-то есть. Надо осмотреть лавочку еще раз. Ну и все, тут больше ничего. Книга, где же ты? Нигде нет. Тут что-то прикреплено на обратную сторону лавочки. Это книга из видения, Великая оккультная перегрузка. Мне кажется, что я еще где-то ее видела. Автор Цутому Кисараги. И господин директор тоже как будто упоминал это имя. Ладно, давай верну. С тобой. Ой, тут можно изучить. Это же... Показалось, просто мусор. Инициирую контакт. Слушай, ты с другой планеты? Я нашла книгу. Великая оккультная перезагрузка автора Цутому Кисараги. Вы прошли по моим следам. Что? Не та книга? Ладно, будем считать, что настоящая. Настоящая? Вы меня заинтересовали. До новых встреч. Адзами Фукурай. Откуда он знает мое имя? Неужели он тоже может видеть? Окей. Жасмин? Нет, господин директор. Приветствую. Господин директор, что-то случилось? Что-то случилось? Не со мной, с вами, Адзами. Что? Неужели? Я наблюдал с помощью ясновидения. Это вы тоже видели? Кто это только что был? Он был крайне разговорчивым для криптида.
Он немного похож на кого-то из людей в черном. Что, вы хотите сказать, что это была аномалия? Хотя да, у него была странная тень. Что мне делать? Я сам поищу о нем информацию. Будьте осторожны, очевидно, что та аномалия заинтересовалась вами. Она может снова появиться. О нет. Но мы пока не знаем, что это вам сулит. Однако это никак не связано ни с зеркалом, ни с женщиной, ни с текущим делом. Адзами, сконцентрируйтесь на расследовании. Хорошо. Да, давайте тогда выполним вот эти вот штучки. Можем заканчивать. Это вряд ли связано с делом, но... Сделаю запись об охраннике парка. Он будто бы много знает о прошлом, что рассказывал о ЖК Умнике. Так. Что он рассказывал? В смысле, умерший мужчин рассказывал. Да, точно. Судя по всему, он был довольно плохим человеком. Вроде он изменял с хостес по имени Мари. Но изменять своей женщине прямо у нее под носом в парке, до этого надо еще додуматься. Реально. Нужно сделать запись о Хинате-сан. Что она видела в ЖК Умики? Она видела призрак женщины. Похоже, что она видела того же призрака, что и я. Вроде и хорошо, но вместе с тем и плохо. Он не связан с делом, но сделаю запись о человеке в черном. Он знает мой секрет. В чем же заключается? Ты на приколе? Очень странно, очень странно. Необычная сила. Да, верно. Почему? Откуда он узнал? Раз тут был кто-то подозрительный, стоит рассказать охраннику парка. Давай расскажем. Что-то еще? Господин охранник, тут был подозрительный мужчина в черном. Подозрительный мужчина, не видел тут таких. Если опять заметишь его, позови. А как же так? Ну и все. Ну и в общем-то и все. Ты что сидишь там одна? Спокойствие, только спокойствие. Что это? Что такое? Что происходит? О нет, когда я заснуть успела? Я правда могу спать где угодно. В парке уже темно, никого нет. Уже так поздно. Это Жасмин. Прости, Жасмин, в чем дело? Чертов старик, не было там никакой парковки. Ты все это время искала парковку? Не заметила, что прошло уже столько времени. Как у тебя успехи? Ну, я со многими поговорила. Я столько всего узнала, что в голове настоящий бардак. Какой еще бардак? Столько всего нужно рассказать, так что давай при встрече. Ладно. Я еду в твою сторону и тебя подхвачу. Хорошо, жду тебя у парка. Окей. Не скажу, что это все было впустую, но если честно, призрак женщины Мивако Юцуя, как нам со всем этим справиться? Напрямую поговорить с призраком? Нет, ушки слишком страшно, ничего не выйдет. О, ну давай. Давай, начинается. Дикий крик. Заикание. Что это было? Ты кто? А, это этот стример? Кто-то закричал, звук доносился отсюда. Кинако-сан? С вами все нормально? Я услышал ваш крик и прибежал. Что произошло? Больно. Моя нога. Где кровавая Мэри? Куда она ушла? Сюда? Наверное, в ту сторону. Никуда не ходи, оставайся тут. Кинако-сан, вы видели призрака? Нет, не видел. Чертова кровавая Мэри. Больно-то как. Да что за ахму, что за троеточие? Это царапина. Еще порой, мне кажется, текст перегружен ненужной инфой. Ну, в плане... Не прям сильно перегружен, но какие-то ненужные там троеточие по миллион раз. Вчера я думала, что мое сердце правда остановится. Но прибежала Кинако-сан и спас меня. В смысле спас? Он просто прибежал рядом. Кинако, значит. Лишь лодыжка побаливает. У тебя на лодыжке царапина какая-то. Это правда похоже на царапину. Она не похожа на ссадину от падения? Плохо дело. Все-таки плохие дела, да? Мы почти у дома Кинако.
Если припаркуюсь с обратной стороны дома, то историк-охранник бухтеть не будет. Не уходи от серьезного разговора. Жасмин. Окей, мы опять что-то должны тут делать. Снова. И все-таки это необычная царапина. Меня поцарапала кровавая Мэри. Жасмин, я умру? Как самочувствие? Что-нибудь изменилось? Пока что ничего не замечаю. Я тоже оплошала. Думала, что кровавая Мэри пойдет за Кинака, а Зами. Если царапина действительно проклятие кровавой Мэри, то нужно его как-то снять. Да, верно. Мне вот что интересно, почему Мэри, до сих пор всегда возникавшая у входа, неожиданно появилась в парке? Можно предположить, что это связано с мотивом Мэри и со способом снять проклятие. Я попробую своих знакомых узнавать. Спасибо, Жасмин. Давайте на этом закончим. Я не знаю, сколько нам, кто знает, долго нам до конца осталось, а то оно реально, мне кажется, будет какое-то затянутое с этими туда-сюда обратно. Как бы интересно, как бы и местами так. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.